Владимир, день добрый. Утро у тебя. Доброе Да, утро. добрый день, добрый день. У нас огромное количество к тебе вопросов. Мы тебя читаем, любим за твои книги по юнит-тестированию и хотим узнать твое текущее время, текущее мнение на текущий момент о юнит-тестировании, тестировании в целом. Начну с вопроса такого общего, простого, который, тем не менее, волнует многих. Зачем программисту писать тесты, если он не тестировщик? Если он просто программист, который умеет хорошо писать код, код у него работает, он выкладывает его в продакшн, и все окей. Для чего ему заниматься созданием каких-то юнит и интеграционных тестов? Да, отличный вопрос. Каждый раз на каждом проекте мне, ну, может быть, не каждый раз, но часто приходится проходиться по, так сказать, по вот именно этому вопросу с людьми. Самый, самая важная причина, по которой нужно писать тесты, это потому что код проекта, скорость, с которой вы пишете ваш проект, она разная в зависимости от стадии этого проекта. То есть в начале проекта, когда он только начинается, скорость, как правило, максимальное написание кода, потому что до этого никакого кода в проекте еще не было. А, Вам, так сказать, нет никаких проблем а, код редактировать или рефакторить его, потому что он только что был написан. И, но со временем, по мере того, как вы над этим проектом работаете, скорость разработки этого проекта уменьшается. То есть у вас какие-то костыли в коде возникают, так называемый technical debt начинает накапливаться. Может быть, где-то архитектуру вы не так построили, как нужно изначально, и поэтому новые требования не совсем вписываются в вашу архитектуру, и вам нужно как-то подредактировать саму архитектуру. Вот. Но, опять же, не всегда на это время есть, поэтому приходится какие-то костыли делать. Вот, то есть вот этот baggage накапливается со временем имеющегося кода, и с ним нужно постоянно иметь дело. То есть чтобы ваша скорость разработки не уменьшалась, вам нужно постоянно уделять время, внимание коду и постоянно его рефакторить. То есть уменьшать technical debt, уменьшать его так называемую энтропию, для того, чтобы поддерживать скорость вашу скорость разработки этого проекта. То есть постоянный рефакторинг, он необходим для поддержания скорости разработки. И для того, чтобы рефакторинг сам по себе был successful, успешный, вам необходимо иметь какую-то подушку безопасности. И тесты как раз являются такой подушкой безопасности, где вы можете спокойно рефакторить, менять вашу архитектуру, какие-то части кода под новые требования, так чтобы в дальнейшем вам не нужно было писать какие-то костыли, которые вас будут потом, так сказать, тянуть назад. И а, таким образом, так сказать, сохранять скорость разработки этого проекта. Собственно, это вот такой, может быть, слегка длинный ответ, но если вкратце, то тесты необходимы для сохранения. Они служат как подушка безопасности, которая позволяет вам сохранять скорость разработки вашего проекта со временем. Это звучит как здравый смысл, по крайней мере для меня, но огромное количество команд не пишут тесты вообще. Вопрос: как ты бы посоветовал убедить команду в том, что этим необходимо заниматься? Эм, Ну вот опять же, это приходит скорее с опытом, потому что на небольших проектах, вот если построить такой график по тому, насколько нужны тесты, в зависимости от длины или сложности проекта, то будет примерно вот график выглядеть, наверное, вот так вот. То есть со временем работы проекта, вот ось X, так скажем, у вас сложность проекта увеличивается и, как правило, экспоненциально. Вот, и в какой-то момент она превышает вашу возможность, раз как-то превышает вашу возможность оценивать сам проект или думать о нем. И для того, чтобы, так сказать, этот лимит не превышать, вам нужно его, опять же, рефакторить. Вот. Иначе, если вы этого делать не будете, то у вас либо с каждым новым релизом будет все больше и больше багов в проекте, либо ваша скорость разработки этого проекта будет
всё время уменьшаться из-за того, что вы вкладываете все больше и больше времени в мануальное тестирование. Вот, другой способ думать об, юнит-тестах — это как раз о возможности, заменить это мануальное тестирование на автоматическое тестирование, чтобы со временем у вас было меньше регрессий, то есть меньше багов с каждым новым релизом. Вначале, как правило, проект, опять же, юнит-тестирование не так важно, ну, просто потому что сам проект, небольшой по размеру, и любые баги какие-то, которые в нем возникают, вы можете навскидку оценить, где именно они возникают, в какой части проекта, и вы можете их пофиксить довольно-таки быстро. Но со временем, опять же, приходит такая ситуация, что, вы уже не можете держать в памяти весь код проекта, и вам необходима помощь со стороны самого кода, со стороны юнит-теста для того, чтобы поддерживать, ваш код, ваш проект в таком в хорошем состоянии, чтобы в нем не было багов. А если мы никогда не писали тесты, и нашему проекту уже несколько лет, и никто никогда этим не занимался, ты бы все равно рекомендовал начать это делать? Зависит от проекта, потому что я, бы сказал, что не для каждого проекта тест, ну, по крайней мере, разные виды тестов подходят разным видам проектов, и не каждый вид проекта, так скажем, хорошо юнит-тестируем. Потому что бывают такие области доменные, где, сам подход к тестированию, ну, некоторые области просто довольно-таки сложно тестировать. Ну, например, если у вас есть какой-то проект по калькуляциям, где много каких-то вычислений, там, например, бухгалтерских вычислений, то эта логика довольно-таки просто тестируема. Вы можете выделить ее в какие-то функции, методы и довольно просто тестировать. Но если у вас проект, допустим, связан с не знаю, конвертацией HTML в PDF, вот это вот уже намного сложнее протестировать, про юнит-тестировать как минимум, потому что для того, чтобы понять, правильно ли HTML был конвертирован в PDF, вам нужно открыть этот PDF. То есть здесь очень много такого мануальной компоненты в тестировании. Поэтому здесь какие-то части все равно можно было бы протестировать, но этих частей намного меньше, чем в каком-нибудь бухгалтерском софте, где все довольно-таки просто и очевидно. И как понять, у нас достаточно уже тестов? Мы хорошо их написали, все у нас окей, или нужно продолжать от команды требовать еще? Я знаю твое отношение к код coverage как к метрике, но что бы тогда ты посоветовал использовать для этого понимания момента остановки? Ну, код coverage — это действительно, хорошая метрика в том плане, что она как минимум позволяет вам оценить, насколько много, какая часть вашего проекта покрыта тестами. Здесь же, опять же, зависит всё от специфики проекта. Если проект, довольно-таки стандартный, такой бизнес-лайн application, и протестировать его просто, то нужно, как бы, нужно оценивать. Нужно за цель себе брать больший процент coverage, чем, например, в каком-нибудь софте, который, опять же, генерит PDF-ку из HTML. Это вот одна метрика, код coverage. То есть она, позволит вам оценить, так сказать, она не позволит вам оценить качество ваших тестов, но она хотя бы позволит дать вам приблизительную оценку, насколько, адекватно, покрытие тестами вашего проекта. Вот еще одна хорошая метрика, которая больше относится к бизнесу — это, ну, просто вот насколько много багов у вас возникает при каждом релизе. Если этих багов довольно-таки много или, если у вас много времени уходит на мануальное тестирование каждого релиза, чтобы, так сказать, выявить эти баги и, предотвратить их, то это тоже хороший индикатор того, что, скорее всего, покрытия тестами у вас недостаточно в проекте и нужно его, а, улучшать. А что ты про искусственный интеллект в этом вопросе думаешь? Он нам не помощник в перспективе или, может быть, уже для увеличения покрытия? И я не специалист по. Я должен был об этом спросить, это Да-да-да, у всех на слуху. само собой. Я не специалист в ИИ, в искусственном интеллекте, к сожалению, но я могу сказать, как я его использую на своих проектах. В и это хорошее подспорье к тому, чтобы ускорить работу, ускорить процесс написания, в том числе и тестов. Ам, а, вот. И он позволяет также, выявить какие-то недостатки в покрытии тоже довольно-таки хорошо. Особенно если, у функции есть, ну, вот у метода underTest есть четкий набор инпутов и аутпутов, то,
какая-нибудь LLM-модель сможет вам подсказать, какие из этих инпутов или какие комбинации этих инпутов вы еще недостаточно протестировали, и, может быть, даже напишет вам тест для этого. То есть я, как правило, ее использую, как у меня вот есть... Если это юнит-тест какой-то такой простой, например, ну, вот, не знаю, опять же, калькулятор, где есть, допустим, несколько инпутов на вход, несколько чисел и каких-то там парочка инпутов на выход, аутпутов, то можно просто отдать AI, я его буду называть AI по привычке, потому что мы с женой обсуждали эту тему, и она в шутку его называла AI, и вот с тех пор у меня это тоже пошло AI. Вот. Можно AI отдать на откуп просто написание всех этих юнит-тестов, и он для этой функции, он хорошо довольно-таки напишет. То есть он не пропустит ни одной комбинации. Все будет отлично. Вот для более сложных, например, интеграционных тестов я обычно пишу там 1 или 2 примера, потом говорю AI: "Сделай мне примерно так же", и он тоже довольно-таки хорошо делает. Как правило, не нужно, а, м, за ним ничего редактировать. Если нужно, там немного нужно отредактировать. Вот, то есть он очень хорошо работает, в таком плане, что, ну, вот если дать ему пример, то он отлично напишет. С нуля, как правило, у него получается только в простых каких-то вещах, вот опять же, если какая-нибудь маленькая функция есть. В более сложных с нуля не очень мне нравится, как он пишет тесты. Вот. Но, опять же, если дать ему примеры, то работает просто на ура. А какую ты видишь перспективу через 5 лет, через 10? Может быть, это, полностью исключит программиста из процесса? Навряд ли. Я придерживаюсь мнения, что AI у нас такой больше как амплификатор идет. То есть он мультиплицирует ваш output как программиста. Если ваш output не очень хорош, то мультипликация этого аутпута тоже приведет к тому, что ну, будет больше кода, но при этом этот код, может быть, не очень будет хорошим. Но если вы следите за качеством кода и стараетесь поддерживать его на уровне, то AI позволит вам, опять же, быть более продуктивным и писать больше кода, качественного кода в меньший промежуток времени. То есть я не думаю, что AI сможет полностью заменить людей, эм, как, по крайней мере, я надеюсь на это. Ну, и опять же, я не думаю, что так случится на самом деле. Вот, возможно, будет необходимо меньше количество программистов. Опять же, не факт, потому что чем больше то есть, ну, AI, он к чему приводит? Он приводит к, по сути, уменьшению стоимости программистов. Вот. Уменьшение стоимости чего-либо приводит, как правило, к увеличению спроса на этот товар, то есть на программистов со временем. То есть не факт, что спрос на программистов снизится, вот, но точно, что продуктивность программистов увеличится и ам, вот, еще такой момент, что, опять же, даже с использованием LLM-ок, нужно следить очень внимательно за техническим долгом, technical debt, потому что, опять же, вот если писать какой-то проект с нуля, или какой-то маленький проект у вас уже есть, который нужно дописать, довести до какого-то, ну, вот, разумного конца, то AI сможет вам его дописать довольно-таки хорошо, но AI не следит за technical debt, то есть он не следит за энтропией этого проекта, и он может какие-то вот костыли вставлять сам по себе, которые сейчас работают, но потом могут плохо отразиться на, так сказать, поддерживаемости этого проекта. Вот, и вам нужно очень внимательно следить за тем, что он пишет. Точно так же, как вот вы должны внимательно следить за тем, что вы пишете, или там какие-то, может быть, джуниоры на вашей команде. Также вам очень внимательно нужно следить за тем, что пишет AI, потому что вот это вот у него нет никакого measurement of entropy, и со временем то, что написано, может случиться так, что просто очень сложно будет поддерживать, в том числе и AI. Потому что AI, как бы он тоже, хотел сказать, тоже человек, но, конечно, не человек, но тоже такой, как работник, ему сложно работать с кодом, в котором много костылей. То есть это вот ваша, так сказать, ответственность поддерживать энтропию проекта на низком уровне. А какая разница, сколько у нас в тестах костылей? Ну, тесты — это же тесты. Пускай он пишет их плохо, пускай их будет много, пускай они будут запутанные, лишь бы они покрывали функциональность. Разве нет? А, я бы, сказал, что, код тестов или качество кода тестов может быть не настолько важно, как качество продакшн кода, но тем не менее довольно-таки важно. Это потому что это код, в котором вам придется разбираться
Со временем, если, допустим, у вас какие-то баги будут выявлены в проекте, ну, то есть тесты будет выявлять какие-то баги, либо просто падать по какой-то причине, вам нужно будет понимать, по какой причине тесты упали. То есть вам нужно будет самому приходить в эти тесты, смотреть, разбираться, почему они упали. И для того, чтобы вам меньше тратить времени на поддержку этих тестов, вам нужно поддерживать качество этих тестов, качество кода этих тестов на хорошем уровне, точно так же, как вы делаете с кодом продакшн кода вашего проекта. То есть здесь нужно следить за качеством любого кода, в том числе и тестов, иначе, опять же, это будет замедлять вашу работу, замедлять процесс идентификации там false positives, ложных срабатываний от true positives, поэтому качество любого вашего кода довольно-таки важно. Я процитирую твою книгу. Там есть такая фраза: "The end result for projects with bad tests or no tests is the same". Ты так более радикально там высказался, чем сейчас. Э, я бы сказал, что end result действительно, the same, но просто, там, по-моему, у меня, насколько я помню, был еще такой caveat, может быть, перед этим или до этой фразы, что конечный результат будет одним и тем же, но при этом, проект с плохими тестами, он протянет немножко дольше, чем проект без тестов. То есть как бы результат, Мгм. тот же самый результат был, я имел в виду в том плане, что оба типа этих проектов, они будут неподдерживаемы со временем. Просто вот момент настания вот этого, точка времени, в котором проект перестанет быть поддерживаемым, он немножко отличается с тестами или без тестов. Сейчас вроде бы есть тенденция с ростом скорости, с ростом качества контейнеризации, с ростом количества фреймворков, тенденция к увеличению числа интеграционных тестов и к снижению числа юнит-тестов. Вроде бы так говорят программисты, что, мол, и юнит-тесты и писать не нужно, потому что у нас все покрывает один большой интеграционный тест или несколько, которые поднимают все наше приложение в контейнере или в группе контейнеров. Там происходит полная интеграция по всему функционалу. И зачем нам тестировать детали этих внутренних вот алгоритмов, которые ты говоришь, бухгалтерские, которые вычисляют сумму двух чисел. Если мы глобально все проверяем, и у нас все сходится, и в итоге транзакции проходят, и суммарный баланс у пользователя правильный. Да, отличный вопрос. Как бы можно его разбить на несколько, на самом деле, тем. Ну, во-первых, отвечая на вопрос, почему просто не использовать интеграционные тесты для всего. Интеграционные тесты более сложны в написании, чем юнит-тесты, и они более сложны в поддержке, они медленнее отрабатывают, чем юнит-тесты, и поэтому у вас не получится, скорее всего, все пермутации вашего проекта покрыть только интеграционными тестами. Потому что пермутации, чем как бы выше мы поднимаемся по стеку, тем больше кода в этих слоях, которые покрывают интеграционные тесты, и тем больше возможных пермутаций внутри этого кода. Вот, и поэтому вам нужно огромное там такое происходит как бы комбинаторный взрыв, что у вас никогда не будет достаточно ваших интеграционных тестов для того, чтобы покрыть все вот эти вот возможные пермутации. Под пермутацией ты что понимаешь? Ну вот, например, Например, приведи, да, да. ну вот, пример возьмем, что пытаюсь просто вспомнить какой-нибудь пример из моего проекта. Ну вот, ладно, давай возьмем тот же самый бухгалтерский софт. Вот, допустим, там внутри него есть какой-то калькулятор хитрый, его нужно протестировать. При этом калькулятор этот зовется из, допустим, двух других систем или подсистем, двух других модулей. Чтобы протестировать это все интеграционными тестами, нам нужно протестировать, получается, вместе этот калькулятор с одной системой, которая его использует, подсистемы, и вместе с другой подсистемой, которая тот же самый калькулятор использует. И может быть так, что первая подсистема какие-то свои параметры передает этому калькулятору, и нужно протестировать в разных комбинациях этих параметров. И то же самое сделать с разными комбинациями второй подсистемы. При этом, эти как бы использующие этот калькулятор подсистемы могут иметь свое внутреннее состояние, которое нам тоже нужно учитывать, в этих интеграционных тестах. То есть все это, складывается в различные варианты использования, так сказать, в различные варианты
состояние, которое может принять ваша система, и это все нужно учитывать в этих интеграционных тестах. Вот. Не уверен, что мой ответ makes sense, но, эм, в общем, чем больше у вас кода, тем больше вот возможных состояний в вашей системе, которые вам нужно протестировать будет, вашими тестами. И если брать вот эти состояния из разных, частей вашей системы, то они мультиплицируются. То есть если, допустим, сам калькулятор может иметь, допустим, не знаю, 10 возможных состояний, вам нужно протестировать только эти 10 состояний, то если первая подсистема тоже другие 10 имеет состояний, то вот нужно мультиплицировать 10 на 10, у вас уже будет 100 возможных состояний, которые нужно тестировать между собой. Вот, и это сделать очень сложно, интеграционными тестами особенно, потому что, ам, как правило, если вы, интеграционно тестируете всю систему, то у вас тесты там зовут какие-то, может быть, API-колы через network, может быть, даже обращаются там к файловой системе, к базе данных. Это все сделать, ну, невозможно практически этими интеграционными тестами. Вам нужно выделять какие-то части из вашей системы, которые будут содержать в себе pure logic, то есть они будут содержать в себе чистую логику без сайд-эффектов, которые вы можете протестировать юнит-тестами. Как правило, это должно быть сложная логика, то есть нет никакого смысла выделять какую-то простую логику, не знаю, там какие-то, если речь про C-Sharp, то какие-то property простые с геттерами и сеттерами, их нет смысла юнит-тестировать и выделять в отдельные какие-то методы. Вот, если вы тестируете логику калькуляции, то вот этот метод с калькуляцией чего-либо, его есть смысл выделить. Вот в книжке я это называл, что я не помню в русской версии, как я это обозвал, но в английской версии это было так, что вот ваш код может быть либо таким either tall or wide, то есть либо, дословно из перевода, либо высоким, либо широким. И это вот я использовал как метафору. То есть если код высокий, то значит у него сложность большая. Если он wide, то у него много dependency, зависимостей. Вот. И нужно следить за тем, чтобы ваш код был либо высоким, tall, либо широким, wide, но не то и другое одновременно, потому что иначе будет сложно его тестировать, потому что сложно тестировать код, в котором много зависимостей. Но при этом, код с большой сложностью, внутри, вычислений, его тестировать необходимо, потому что, ну, вот, этот код, в котором, наибольшая вероятность возникания багов. То есть нужно разделять этот код на сложный код и код с большим количеством зависимостей. И вот этот вот сложный код, при условии, что в нем маленькое количество зависимостей, его будет просто протестировать юнит-тестами. Вот. И как, такой гайдлайн, который я рекомендую, это, иметь большое количество юнит-тестов, которые тестируют эти вот чистые функции, но при этом также иметь какой-то набор, интеграционных тестов, которые будут проходиться по всему флоу, но при этом без пермутаций. Потому что, опять же, пермутации протестировать его довольно-таки сложно интеграционными тестами, но, опять же, понимать, что необходимо видеть, что ваши интеграционные ваша система работает в интеграции, с, своими подсистемами. Вот, то есть, опять же, я думаю, многим известна эта концепция тест-пирамиды. Это вот она как раз в деле. То есть, у вас должно быть большое количество юнит-тестов, которые тестируют, маленькие части. Опять же, эти части должны быть, meaningful. То есть не нужно тестировать какие-то простые вещи, в которых маленькая вероятность возникания ошибок. У вас также должно быть меньшее количество интеграционных тестов, которые проверяют всю вашу систему, вместе, чтобы, ну вот, понимать, что как бы не просто части работают, но и вся система as a whole тоже работает правильно. Часто, жалуются программисты на то, что при большом количестве тестов, а особенно при комбинации интеграционных и юнит-тестов, так как ты только что описал, каждый баг, каждая ошибка приводит к падению сразу десятка тестов. И какие-то из них юнит-тесты, какие-то из них интеграционные. И это как будто бы затрудняет работу, потому что непонятно, за что хвататься и какой из этих тестов фиксить, и какой из них справедливо стал красного цвета, а какой из них по ошибке стал красного цвета. И программисты говорят, лучше у меня один тест упадет, один станет красного цвета, я пойму, где исправить, чем у меня тестами перекрыто
по 2, по 3, по 15 раз одно и то же, как ты только что рассказал. Если ты пишешь микротесты на микрофункциональность, потом следующий уровень чуть более сложный, потом еще, и так они интеграционные все выше и выше по пирамиде, то получается, ты покрываешь ту самую простейшую функцию сложения двух чисел в бухгалтерском софте, покрываешь ее 15 раз многими уровнями. Ну и при дефекте в ней, как я рассказал, падает сразу 10 тестов. Что ответить таким Да, программистам? ну, какое-то дублицирование такого вот, покрытия, оно неизбежно, особенно если вы используете юнит и интеграционное тестирование, интеграционные тесты, что вы должны делать на самом деле, потому что это хорошая практика. Избежать этого невозможно. И Ам, с одной стороны, это кажется, что это минус, вот, но с другой стороны, если ваша функциональность важна, и если она аффектит большое количество других подсистем, то это на самом деле хороший сигнал, что при возникновении ошибки в этой функциональности у вас большое количество тестов начинает падать. Это хороший сигнал в том плане, что ну, вот, вы, значит, заинтродюсили ошибку в критически важной части вашего софта. То есть я бы скорее оценивал это как вот такой сигнал, чем недостаток. Вот. Тут еще вот такой вопрос возникает, что именно мы подразумеваем под интеграционными тестами, потому что здесь мы уже уходим в такую разницу между лондонской школой тестирования и классической, потому что этот также аргумент приводился сторонниками лондонской школы, которые, ну, такой небольшой бэкграунд, в чем разница вообще между классической и лондонской. Лондонская школа – это школа, которая говорит о том, что нужно использовать больше моков, в том числе для того, чтобы разбивать зависимости между классами, даже если зависимости а, in process. То есть не просто, допустим, заменять базу данных или какие-нибудь там внешние API-системы моками, но в том числе и классы вашей доменной модели, то есть классы, которые находятся полностью в памяти, которых нет сайд-эффектов, которые относятся к каким-то out of process dependencies. Вот. Классическая школа, с другой стороны, она говорит о том, что моки можно использовать, но только для таких внешних зависимостей. То есть out of process dependencies, я их назвал в книге. Вот. Тут proponents вот этой лондонской школы, они говорят о том, что, ну окей, если мы так будем делать, то если даже мы внесем ошибку в один компонент, и у нас юнит-тесты будут тестировать, допустим, два класса, то тесты, покрывающие второй класс, которые зависят от первого класса, тоже будут падать. Вот, и мой ответ, опять же, на этот вопрос тот же самый, что это хороший сигнал. Это нужно оценивать как хороший сигнал того, что ну, вот, в этом коде лучше не вносить ошибок, потому что много другого кода от этого кода зависит. Эм, вот. Но опять же, я там, возвращаясь к теме о разнице между этими школами, я больше сторонник классической школы. То есть я считаю юнит-тестами тесты, которые не затрагивают внешние системы. То есть у них нет никаких IO dependencies. Вот. В лондонской школе такие тесты тоже будут считаться интеграционными, даже если они, ну, по крайней мере, часть из них будет считаться интеграционными, даже если они не затрагивают никакую базу данных, там внешние системы. Даже если вы просто протестируете два mutable класса, то это будет считаться интеграционными тестами. Ну, опять же, я сторонник классического определения юнит-тестов. Но тем не менее, или, может быть, это не тем не менее, у тебя в книге есть такая цитата. Ты говоришь, переведу: "Тесты, работающие напрямую с файловой системой, не попадают под определение юнит-тестов". То есть ты фактически предлагаешь мокать в том числе файловую систему, операции открытия файла, закрытия, чтения из файла. Не обязательно такая именно рекомендация. То есть, тут просто нужно разделять, категоризацию тестов и то, как, я бы рекомендовал поступать, с этими тестами. То есть, да, категоризация, если мы говорим о категоризации, то, такие тесты не будут считаться юнит-тестами, они будут считаться интеграционными тестами. Но при этом, все равно я бы рекомендовал не использовать моки для, файловой системы. Я бы рекомендовал использовать, ну, обращаться к файловой системе напрямую. То есть тесты будут вызывать код, который будет напрямую ходить к этой файловой системе. Вот. Почему так? В книге я это сделал еще разделение на разные out of process dependencies. То есть они бывают
Я их назвал первый тип этих dependencies. Это managed dependencies и unmanaged dependencies. То есть managed dependencies — это те dependencies, к которым имеет доступ только ваш код, и к ним нет доступа у внешних систем. Это, как правило, вот файловая система, база данных, ну, то есть подразумевает, что внешние системы не имеют доступа к файловой системе, с которой работает ваш код, или к базе данных, с которой работает ваш код, то в этом случае вот базу данных либо файловую систему можно рассматривать как часть вашей системы, потому что это такой black box получается для внешних клиентов. Вот. И интеграционные тесты должны затрагивать в том числе и вот эти компоненты. То есть если вы пишете интеграционный тест, то он должен работать с реальной базой данных, с реальной файловой системой для того, чтобы проверить, как весь этот black box работает в целом. Вот. Иначе, если мы будем мокать, файловую систему либо базу данных, то это будет приводить, как правило, ну, во-первых, к худшему покрытию, потому что, ну, вот вы не сможете увидеть, как именно ваш код, насколько успешно ваш код интегрируется с базой данных. Ну и вторая, вторая причина — это потому, что это ухудшает, эм, ам, один из properties, юнит-тестов — это, эм, resilience to refactoring. То есть у вас, получается, больше будет false positives, ну, потому что, допустим, вы можете поменять, паттерн работы с базой данных, допустим, отрефакторить какую-то таблицу, либо, поменять SQL, который вы отправляете в базу данных. Но при этом вы можете это сделать так, что, вы можете это сделать без изменения observable behavior of your system. Вот, то есть, если ваша система будет мокать, то вам нужно будет менять моки, которые работают с базой данных каждый раз, когда вы меняете паттерн, или communication паттерн между вашей системой, вашим кодом и этой базой данных. Эм, вот, то есть, как бы возвращаясь к изначальному вопросу, я бы сказал, что, если это если речь про managed dependencies, такие как файловая система либо база данных, я бы рекомендовал не использовать моки для них. Я бы рекомендовал использовать моки только для тех систем, к которым есть доступ не только у вашей системы, но и других систем. Например, там типичный пример — это какой-нибудь message bus, либо внешние API-системы, там payment system, Stripe, прочее, вот, но не базы данных и не файловые системы. Тогда у нас фактически все тесты или подавляющее их большинство будут попадать в категорию интеграционные тесты. Да, так и есть, да. И это хорошо, потому что это увеличивает, эм, coverage. Опять же, вам нужно проверять не только, как ваша работа, то, как ваш application работает в изоляции от внешних систем, но и как оно работает в интеграции с этими системами. Ну, это вот, по сути, от чего идет, название интеграционных тестов, на мой взгляд. Лондонская школа, Мгм. и она придерживается другого мнения. Но вот я придерживаюсь этого мнения, что интеграционные тесты должны проверять, как ваш application работает в интеграции с другими, системами, в том числе внешними. Да, большинство ваших интеграционных тестов будет работать напрямую с, базой данных, потому что, как правило, внешние зависимости для вашей системы, они, ну, самая большая внешняя зависимость — это база данных. Вот. А другие внешние системы, они, как правило, не настолько такие, prevalent, то есть их не настолько много, как, обращений к ним не настолько много, как обращений к базе данных. Поэтому да, я согласен. И в книге ты не рекомендуешь использовать, такие как вспомогательные, что ли, in-memory базы данных, которые заменяют реальные базы, но тем не менее не являются моками, а вполне себе функциональными SQL-базами данных А, являются. да, да, именно так. И это потому, что, любые, так сказать, заменители вашей базы данных, они ухудшают ваш coverage, ваших тестов. Опять же, потому что, если вы меняете, допустим, реальную базу, там Oracle, Postgres, SQL, на какой-нибудь, SQLite, вот, и тестируете ваш код с SQLite, а не с Oracle, Postgres или MySQL, то, это будет приводить к тому, что ваши тесты могут выдавать либо false positives, либо false negatives, потому что, ну, просто функционал MySQL не один к одному равноценен функционалу, Postgres. Вот, и какие-то вещи, которые работают с Postgres, не будут работать с MySQL, и, может быть, даже наоборот, какие-то вещи, которые проходят, с MySQL, не будут работать с Postgres.
Вот, то есть coverage будет не один к одному, и вам в любом случае, даже если вы напишете такие тесты, которые работают с MySQL, вам нужно будет все равно идти проверять, как ваша система работает с Postgres, может быть, мануально, чтобы просто убедиться, что новый релиз, работает нормально, с реальной базой данных. Вот, чтобы просто избежать вот этого дополнительной работы по мануальному тестированию, я рекомендую ваши тесты писать расчет, с писать так, чтобы они работали с настоящей, версией вашей базы данных. То есть той же версии, с которой вы работаете в продакшене. Очень часто, что мы видим в реальных проектах, это, локально установленная база данных, которая используется для тестирования, используется всеми программистами. Каждый за своим рабочим компьютером имеет, логин, пароль, или даже они разделяют один и тот же, одни и те же credentials для доступа. Они все работают с этой базой данных, все их тесты привязаны к базе данных, и когда продукт выходит на продакшн, там у него своя база данных. Когда ты приходишь в эту команду, тебе сразу же выдают доступ к их конкретной локальной базе данных, и ты с ней должен тестировать. Как тебе такой сетап? Он кажется тебе правильным Локально или имеется в виду, что она такой общая вот для всех программистов, правильно? какая-то общая на сервере в офисе Да. стоит, да, и там развернуто то же самое или почти то же самое, что на Да, у продакшене? меня тоже часто бывает такая ситуация. Это не очень хорошая ситуация, скажем так, потому что, ну, тесты гонять автоматически на такой базе данных не получится, просто потому что вы будете мешать другим программистам, либо там тестировщикам, либо даже просто другим программистам, которые рануют эти тесты. То есть для того, чтобы у вас ваши интеграционные тесты работали успешно, вам нужно иметь одну базу данных, ну, один сервер на каждого программиста. Сейчас это довольно-таки просто сделать. То есть, ну, многие базы данных вы просто скачиваете имидж в докере, запускаете локально через, Docker Run, вот, и работаете с этой базой данных. Поэтому проблем так сказать, в современности с этим быть не должно. Ам, Общая база данных, как вот, ты сейчас описал, да, это может быть ок, для мануального тестирования. Ну, вот как правило, да, потому что QA, там, dev environment, они тоже имеют одну общую базу данных, это нормально. Вот, но для локального рана нужно все-таки, чтобы у каждого программиста была своя копия базы данных, иначе просто вы не сможете, нормально, а, запускать ваш интеграционный тест. Она должна быть своя статическая или она должна на каждом билде подниматься с нуля, заполняться данными и по окончанию билда удаляться? Это да, такой, В контейнере, может быть. вопрос, такой, спорный. Мое мнение, что, ну вот, запускать, создавать инстанс каждый раз новой базы данных — это было бы ideal, но при этом это довольно-таки медленно работает даже в докере. Поэтому я бы рекомендовал все-таки, поддерживать одну и ту же базу данных, локально. То есть вы можете просто ее там, допустим, ну вот, скачать имидж, запустить ее, вот, и в докере ранить каждый раз. При этом это будет просто один инстанс, который вы всегда будете использовать для ваших интеграционных тестов, и не пересоздавать его каждый раз заново. Вот. Другая причина — это потому, что вам не только нужно создавать базу данных, но и нужно, а, поддерживать ее схему в актуальном состоянии. Это еще один такой большой топик, как именно это лучше делать. Вот. Но проще это делать, когда у вас все-таки один инстанс, когда вам нужно накатывать скрипты вот эти вот, с апгрейдом вашей схемы, на одну и ту же на один и тот же инстанс этой базы данных. Вот. Тогда будет проще и поддерживать эту базу данных в актуальном состоянии, и не нужно будет ждать, когда у вас, эта база проинсталлизируется. Вот. Особенно вот я видел некоторые команды, они не просто на каждый тест-ран, инициализируют новую базу, они даже между тестами тоже, там tear down старой базы и создают новую. Это вот очень медленно работает. Я бы такой подход не рекомендовал. Тесты начинают очень медленно отрабатывать. То есть мой, recommendation, совет — это просто использовать одну и ту же базу данных. Это как бы ваша база данных, которая будет крутиться локально. Ничего страшного не будет, если вы, будете всегда переиспользовать один и тот же инстанс. Вот раз уж о скорости заговорили, а так ли это важно, чтобы тесты быстро работали? И что такое быстро? Какие критерии скорости тестов? Это должны быть секунды, минуты, как тебе кажется? Да, это важно, потому что, чем быстрее отрабатывают тесты, тем быстрее вы получаете фидбэк, если что-то пошло не так с вашим кодом. И тем чаще вы сможете ранить эти тесты. Потому что если
ваши тесты, в том числе интеграционные, ранятся очень медленно, допустим, весь тест-сьют занимает там полчаса, то, естественно, вы не будете каждый раз ранить весь тест-сьют, при каждом изменении. Вы будете в лучшем случае его ранить, когда вы, планируете там закоммитить PR, либо какое-то изменение большое делать. Это не очень хороший, ну, это less than ideal такая ситуация, потому что, ну, чем чаще вы раните тесты, запускаете тесты, тем больше, тем быстрее вы получаете фидбэк, и тем меньше вы времени тратите на то, чтобы двигаться, так сказать, в неправильном направлении. Вот, вы если увидели, что, ага, это я здесь интроducил баг, то вы можете просто остановиться и сразу начать фиксить. А если вы при этом как бы еще больше и больше кода поверх этого бага, настраиваете, то тем сложнее будет потом это все ревертить и менять, и так далее. Вот, ну да, то есть, во-первых, проблема, 1 в том, что, сложнее, больше времени будет тратиться на то, чтобы двигаться в неправильном направлении. Но вторая проблема, опять же, в том, что вы просто не будете запускать эти тесты так часто, как в идеальном случае вы бы их запускали. И при этом некоторые тесты будут просто гоняться там, допустим, при PR-коммите, не коммите, а при создании нового PR, вместо того, чтобы, гонять их локально. Вот. Ну, опять же, это, наверное, все-таки компонент вот этого первой проблемы, что, опять же, можете написать много кода и узнаете о том, что какие-то вещи написаны не так, только когда вы уже создали PR, вместо того, чтобы выявить эту проблему раньше, пока вы еще занимаетесь программированием. Мы на прошлой неделе работали с исходниками Apache Kafka. У них тесты, у нас получилось прогнать все целиком тесты за 2 часа на машине там с 30 процессорами. Какая-то очень большая машина у нас была, и все в параллели, компиляция плюс тестирование. 2 часа у нас заняло. Там порядка 900 тысяч строк Java кода. Ух. Вот как вот с этим жить? Как бы вот ты бы пришел в такую команду, и тебя бы как консультанта позвали, что бы ты сделал в этом случае? Ах, да. Ам, ну, опять же, здесь Там, я тебе скажу, Java файлов, там модульно все, конечно, там много модулей внутри. Там есть некоторые модули, в которых 2000 Java файлов, 3000 Java файлов. Ну и тестов, соответственно, умножай. мгм. Там просто десятки тысяч тестов, тест-методов, И эти тесты, они больше а то и юнит-тесты сотни. или в том числе интеграционные? Ну, мы не разбирались Мгм. так детально, но я предполагаю, что это юнит-тесты, потому что запускаются они командой Gradle пробел тест. Там нет integration тест, нет никакого. Думаю, что там еще есть тесты следующего Мгм. уровня, более Ну, сложные. странно, что они так долго ранаются, потому что если это юнит-тесты, то, даже если их там тысячи, то, как правило, ну, это ранается очень, быстро все. У меня подозрение, что все таки они, наверное, какую-то инфраструктуру поднимают, может быть, и обращаются к этой инфраструктуре, и поэтому так медленно все работает. Ну, я, конечно, не смотрел в проект, поэтому точно сказать не могу. Ам, Но докер не потребовался, то м, есть на сервере докера не было. Значит, это все без контейнеров. м, и никаких других инфраструктурных зависимостей там не было, да? Ничего, чистый сервер, просто сервер и Java на нем стоит. Дальше клонируем туда кавку, и она Ну, может быть, запускается. она как-то запускала себя и потом, как бы в тестах инвокала сама себя. Возможно такое? Я просто не совсем. Ну, докер надо же было иметь в операционке все равно А, на сервере, он должен был ну бы да, стоять. Да, то есть они бы его вызывали, они бы нам сказали: "Не ну получается". да. М, Да, это странная м. ситуация. Вот что делать при таком огромном, 900 тысяч строк кода, представляешь себе Ну размер да-да-да. проекта? Вот как с этим быть и как тестировать? Представь себе такую ситуацию Да, и я не скажу, что у меня здесь какой-то хороший solution, был бы, потому что мой опыт в основном это такой business line applications, где, просто такое, enterprise приложение, в котором стандартный API, который стандартно обращается в базу данных и прочее. То есть, тут мы как бы больше в инфраструктуру уходим, например, вот та же самая база данных, там та же самая Postgres база данных. Я уверен, что вот у нее тоже много тестов, и возможно, что она ранается тоже довольно-таки медленно. Вот, э, не факт, что здесь как-то можно ситуацию улучшить, вот, просто потому что, ну, проект сам по себе большой и, ну, опять же, странно, что юнит-тесты ранятся так долго. Вот это вот такое, вот. Но, допустим, какой-нибудь там
ORM-ка, допустим, та же самая Hibernate. Я знаю, что там много тестов, которые работают напрямую с базами данных, ну, просто потому что нет смысла вообще мокать, ORM-ки, тесты, которые тестируют ORM-ку. Просто потому что смысл самой ORM-ки в том, чтобы, работать с базой данных. Вот там все тесты интеграционные, ну, либо почти все тесты интеграционные. Вот, тут, опять же, сложно посоветовать что-либо, кроме как, ну, такие, может быть, стандартные советы, что нужно разбивать тесты на несколько сьютов, какие-то, которые такие более критичные, ранить их регулярно, в том числе локально программистам, какие-то менее критичные ранить, допустим, nightly, какие-то часть из них, допустим, на каждом пиаре. Вот. То есть это вот единственный вариант, который здесь можно было бы посоветовать. Ам, да, ну, опять же, вот разработка enterprise, и она довольно-таки сильно отличается от разработки таких компонент типа библиотек, либо таких больших компонент типа баз данных, либо Кавки. Вот, поэтому здесь набор советов тоже он довольно-таки разный. А вообще, в принципе, как ты относишься к модуляризации или разбиению проекта на более мелкие? Ту же "Кавку" можно было бы разбить на 20 репозиториев, каждый из которых собирался бы за 5 минут. Да, возможно, это бы помогло здесь. Вот, А в в "Энтерпрайзе"? Хорошо это или плохо? Есть просто защитники того и того подхода. Есть люди, которые за монолитные репозитории, требуют, чтобы собиралось все в одном месте. Пускай это будет 3 часа, но мы хотим, чтобы сборка была из одной точки. А есть другие мнения, которые как раз против этого и говорят: "Давайте разобьем это на 20 микросервисов или на 20 библиотек. Каждая из них будет со своим жизненным циклом, со своим со своей конфигурацией юнит-тестов, со своей сборкой, а потом какой-то центральный будет интеграционный тестер, который соберет 20 микросервисов и тоже за несколько минут убедится в том, что они друг друга Да, это понимают". еще один такой большой Как вы? холивар. Вот, в общем, да, с одной стороны, у нас такой, монолит подход на одном, так сказать, конце, на другом конце спектра у нас такие микросервисы и прям микро-микросервисы, которые вот, маленькие кусочки кода, может быть, не кусочки, но маленькие куски кода ранит, и вот все между собой, интегрируется через, сеть, через API, колы. Э, ну, тут нужно баланс поддерживать, опять же, как и во многих вещах, в, а, в разработке нужно какой-то баланс поддерживать. То есть оба, так сказать, конца спектра, я считаю, не очень правильно. Вот, то есть начинать, на мой взгляд, нужно с монолита, потому что пока вы не начали разработку, вот, пока у вас кода немного, вам на самом деле не будет понятно, где именно лучше сделать какие-то вот границы вашего проекта. Поэтому, чтобы эти границы вообще понять, нужно проект начать как единое целое. Вот. При этом вам не обязательно, чтобы этот монолит был таким, плохо структурированным. То есть вы можете поддерживать модулер монолит, как говорят. То есть внутри этого проекта, даже если это монолит, он все равно может быть структурирован хорошо, то есть разбит на проекты, и, компиляция, по идее, тоже может быть, довольно-таки быстрой, если у вас правильно разбит этот проект. То есть если вы, допустим, работаете с какой-то компонентой, которая ну, допустим, там у вас core какой-то выделен на один проект, на один package, потом части, которые используют этот core, они тоже выделены в отдельные пакеджи или проекты. Вот, то есть если вы работаете там только в одном пакедже, в одном проекте и не касаетесь core, то компиляция у вас тоже будет довольно-таки быстрой, потому что она будет компилировать только один пакедж и не будет компилировать все остальные. Вот, то есть даже если проект сам по себе большой, то если подходить к границам внутри этого проекта правильно, то никаких проблем с компиляцией, быть не должно. Вот, но опять же, до какого-то предела, потому что если у вас проект все растет, то через какое-то время, ну, просто вот уже, не, практично вести это все в одном и том же, репозитории даже, может быть, вот, или в одном и том же, проекте, который, эм, ну, скорее, да, скорее вот, я бы разбил это на отдельный репозиторий. То есть если у вас начинает, уже, а, происходить переход от монолита к микросервисам, то вот каждый микросервис я бы рекомендовал в отдельном, Git-репозитории, просто потому что там, слишком много пересечений там будет между этими микросервисами. Вот, то есть
Моя рекомендация — это начинать с Modular Monolith, и переходить к микросервисам только если, размер этого, Modular, Monolith начинает слишком большим быть, и если у вас такие четкие границы начинают вырисовываться, где, допустим, у вас есть команда, которая работает всегда над одной частью проекта, другая команда работает всегда над другой частью проекта, и просто нет смысла их всех в одной команде, им всем нет смысла в одной команде находиться и там, не знаю, работать с одним репозиторием, их можно разделить таким образом. Но опять же, даже в этом случае я бы рекомендовал вот эти микросервисы делать довольно-таки большими. То есть это будет не совсем микро, просто, может быть, сервисы. Вот, я бы рекомендовал делать подход, где каждый микросервис будет содержать в себе один bounded context. Это вот в термине TDD, где у вас есть не просто какой-нибудь сервис внутри этого микросервиса, но целый bounded context. Вот, тогда у вас в проекте, в компании будет не там сотни там, или десятки этих микросервисов, а может быть будет там 3 или 5 вот таких больших микросервисов, может быть, сервисами, правильно их называть, которые вот коммуницируют между собой. Вот. Иначе, если мы как бы придерживаемся такой стандартной микросервисной архитектуры, то у нас возникает еще один паттерн, это называется distributed monolith, когда у вас, по сути, имеется монолит, но вы его разбили на несколько микросервисов и просто заменили внутренние метод-колы, которые раньше работали просто внутри одного и того же процесса, вы их теперь разделили на HTTP-колы. То есть вместо того, чтобы просто колить эти методы внутри памяти, вы их теперь разделили и колите через сеть, что очень неправильно. Вот. То есть тут как бы надо смотреть. Хороший признак того, правильно вы разбили вашу систему на микросервисы, это то, нужно ли вам деплоить эти микросервисы вместе, или вы можете задеплоить их индивидуально. Вот если вы можете сдеплоить ваш сервис отдельно от всех остальных, это значит значит, скорее всего, вы подобрали границы правильно, что у вас нет такой высокой связанности между вашими сервисами. Если же, с другой стороны, вам приходится деплоить вместе с сервисами какие-то другие сервисы, то это говорит о том, что связанность, ну, вот, ваша граница неправильная, и, скорее всего, несколько этих сервисов должны были быть одним сервисом. А тебе не приходилось когда-либо создавать, тест-сервисы? Не веб-сервисы для продакшн, а дополнительные сервисы, дополнительные целые модули, в которые бы тестировали основные модули? А, Может быть, пример какой-нибудь, если приведешь, я тогда скажу более точно. Ну, допустим, у тебя есть веб-сервис, который тоже бухгалтерскую работу выполняет, например, рассчитывает зарплату по запросу. И мы-то его задеплоили, мы написали интеграционный тест для него, но все это работало, у нас локально. Так или иначе интеграционные тесты запускаются в контейнере, запускаются на тестовом сервисе. Но потом, когда мы выкатили это в продакшн, мы, не знаем на выходе, что мы получили. Действительно ли он там выполняет тот функционал, который должен. И как его там протестировать, не запуская для этого, опять же, вручную людей туда и не ожидая, что клиенты его будут тестировать. Может быть, можно запустить, какого-то робота, который пройдется уже по продакшн-системе и там понажимает Понял, да. нужные кнопки. Да, в этом случае я бы рекомендовал просто написать какие-то смог-тесты, которые будут проходиться по самым таким важным частям вашей системы. То есть он будет эмулировать пользователя и будет использовать тот же самый интерфейс, который используют ваши юзеры. То есть, опять же, такое мануальное тестирование, но через какого-то робота. Вот. Есть еще такие варианты, я просто видел, люди делают некоторые дополнительные эндпоинты внутри системы для того, чтобы можно было тестировать не только через UI, но и через какие-нибудь API-колы. Вот. Что, допустим, часть из тестов проходилась по UI, и потом, чтобы понять внутреннее состояние этой системы, мы в конце теста, допустим, отправляем эти API-колы для того, чтобы понять, ну, вот, правильно ли внутри состояние сложилось системы после вот, выполнения этих тестовых шагов. Ам, и это такой менее такой чистый подход. Если возможность есть, я бы рекомендовал все-таки так не делать и просто, так сказать, полагаться на UI, потому что это самый такой стабильный и надежный вариант, когда вы просто полагаетесь на UI, потому что это то, с чем работает конечный пользователь. То есть если проблемы какие-то будут с UI, то любые, ну, большинство тест failures, которые возникают в этом плане, они будут
актуальны. То есть все падения ваших тестов, они будут, скорее всего, указывать на то, что что-то случилось либо внутри системы, либо с самим UI. Вот, какие-то дополнительные API, ну, такие дополнительные, м, а, такие дырки, по сути, в вашем приложении, которые вы делаете только для того, чтобы проверить, состояние этой системы, оно менее, так сказать, чисто в том плане, что, ну, вот у вас должна быть возможность проверить это состояние через сам UI. Иногда просто это довольно-таки сложно сделать, просто потому что вот это состояние, оно разбросано по разным компонентам этого UI, и там иногда приходится добавлять какие-то вот эти, так сказать, технические API endpoint для того, чтобы понять быстро внутреннее состояние вашей системы. То есть здесь тогда в этом плане, можно пойти на какой-то компромисс, если иначе это сделать довольно-таки просто. Но опять же, с другой стороны, количество этих смог-тестов не должно быть слишком большим, потому что ваши смог-тесты должны просто проверять, что, ну, вот система просто работает, потому что все остальное должны были до этого проверить ваши юнит и интеграционный тест. Ну вот в идеале-то это так, но сам ты знаешь наверняка, что как ни проверяй, все равно, в итоге баги появляются, какое бы покрытие ни было, как бы ты красиво не написал тесты, как бы они тебе не гарантировали стабильность, на продакшене все происходит как-то иначе. И многие люди поэтому и критикуют тесты в принципе. Они говорят: "Ребята, ну вы тратите время на тестирование, вы пишете часами, а то и неделями свои интеграционные тесты, но когда это все попадает на продакшн, то реальность такова, все равно ошибки. Как их переубедить? Да, И что бы ты им я сказал? слышал, такой фидбэк про юнит-тесты в основном. То есть люди говорят, что вот мы пишем большое количество юнит-тестов, но при этом они просто ничего не проверяют, по сути, потому что, да, вот, может быть, тесты зеленые, но при этом, когда это все вводится в продакшн, у вас всё равно большое количество багов. Вот, я бы на это ответил, что, ну, просто юнит-тесты написаны некорректно, потому что это, как правило, говорит о том, что ваши юнит-тесты либо недостаточно кода проверяют, то есть у ваших юнит-тестов маленькая, они дают вам небольшой протекшн против багов. Вот. А еще второй вариант, такой второй фидбэк, который люди обычно дают, про юнит-тесты, это то, что, они слишком часто падают. То есть это вот обратная ситуация. Первая ситуация, когда они не выявляют, баги в системе, то есть они зеленые, но при этом баги в системе есть. Вторая обратная ситуация — это когда они падают тест, но при этом багов в системе нет. То есть это вот такой первая ситуация — это false negative, а вторая ситуация — это false positives. Вот, false positives тоже вот такой довольно-таки, распространенная проблема, когда, ваши тесты падают, но при этом система работает хорошо. И это приводит к тому, что, ну вот, вы просто перестаете доверять вашим тестам, просто видите, что они падают просто без причины, там какие-то, может быть, флеки тесты, но, какие-то, может быть, из-за того, что внутренние детали имплементации поменялись без изменения, внешнего поведения в вашей системе. А, вот, и вы перестаете доверять со временем этим тестам, и даже если они потом могут начать выявлять реальные баги, вы их просто скипуете, там, не знаю, мьютите, игнорите. Вот, это тоже такая плохая ситуация. То есть обе ситуации, false negatives и false positives, плохие. Ну, можно сказать, что false negatives — это такая более серьезная ситуация, когда у вас, тесты вообще ничего не выявляют, чем false positives, но я бы сказал, что они примерно одинаковые, на самом деле, по уровню, так сказать, severity. Вот. Тут нужно просто больше внимания уделять качеству тестов, потому что первая ситуация, когда false negatives, это говорит о том, что у вас тесты, покрывают недостаточно, я бы не сказал, что это недостаточный coverage, я бы сказал, что это покрытие, которое, не покрывает вашу бизнес-логику necessarily. То есть, может быть, у вас coverage и большой, но при этом, coverage сам, может быть, каких-то частей системы, которые не являются критичными для работы. Нужно покрывать, стараться, по крайней мере, покрывать в первую очередь. Это вот самые такие критичные части системы. Это, как правило, бизнес-логика, какие-то алгоритмы внутри системы, которые, во-первых, сложны, а во-вторых, из-за этого, из-за своей сложности в них как раз и возникает наибольшее количество багов. Это вот чтобы избавиться от false negatives, когда у вас тесты зеленые, но при этом в системе баги есть. То есть увеличивать покрытие критичных частей вашей системе. Чтобы избавиться от false positives, это когда у вас тесты падают, но при этом система работает, вам нужно стараться писать юнит-тесты так, чтобы они не тестировали детали имплементации. То есть эти false positives, они почему обычно происходят? Это потому, что
Вы ваши тесты завязываете на детали имплементации, implementation details, которые, имеют тенденцию часто меняться. Но при этом вы можете, допустим, вот опять же рефакторинг, если вы делаете какой-то, то во время проведения этого рефакторинга вы меняете детали имплементации, но при этом без изменения, внешнего поведения самой системы. Это вот, по сути, определение рефакторинга, когда вы меняете какие-то внутренние части без изменения самого поведения. То есть здесь нужно, смотреть на то, что именно тестируют ваши тесты, юнит-тесты. То есть если они тестируют именно детали имплементации, то при каждом изменении этих деталей имплементации ваши тесты тоже будут, падать, потому что они, завязаны на детали имплементации. Тут нужно, делать так, чтобы тесты тестировали именно observable behavior, то есть внешнее поведение вашей системы, а не вот эти детали имплементации. Я тут как раз, возвращаясь к разговору о базе данных, о тестировании базы данных, которую мы, только что обсуждали. Как раз, работа с базой данных — это как раз такая деталь имплементации, где, не нужно проверять, как именно ваш код обращается к базе данных. Нужно проверять именно конечный результат вот этого коммуникации между вашим кодом и базой данных. То есть нужно смотреть на состояние, на данные, которые оказываются внутри этой базы данных по окончанию вот этих, работы вашей системы. А не то, какие запросы я отправляю в базу Exactly, данных. да, именно так. То есть, запросы могут быть любыми. То есть SQL, то здесь точно проверять не нужно. Это такой самый большой антипаттерн, который вы можете сделать, ну, вот если только вы, естественно, не тестируете какую-нибудь ORM-ку типа Hibernate. Если речь про Enterprise Level Applications, то точно не нужно проверять, какой SQL вы отправляете в базе данных. Нужно смотреть на состояние данных в вашей базе после того, как вы, отправили этот SQL. То есть мы должны обвинять фактически разработчиков, в том, что баги есть и тесты есть Ну, тут одновременно, всегда так? Это всегда разработчики вина, виноваты, ну, да. нас. Низкая квалификация. Всегда разработчики виноваты. То есть если, код не работает, разработчики виноваты. Если тесты плохие, тоже разработчики виноваты. То есть как бы других вариантов нет. А как ты вот вопрос, на который я совсем не имею ответа, поэтому мне очень интересно. Вот приходит к тебе pull request, ты делаешь код-ревью. Вроде бы все зеленое, все тесты прошлые тоже зеленые, ничего не сломано, и какие-то тесты были добавлены туда. Ты видишь, что изменился функционал, и человек добавил несколько тестов. Как ты можешь понять, достаточно ли этого? Достаточно ли этих зеленых значков на этих трех новых тестах и на всех предыдущих тестах, чтобы принять pull request? Э, да, это такой вопрос, сразу сходу сложно понять на самом деле, потому что для того, чтобы оценить, достаточно ли покрытие этими тестами, вам нужно понимать саму доменную модель, то есть то, что в пиаре было изменено, добавлено и так далее. Без этого понимания сложно оценить, во-первых, адекватность, покрытия тестами, и, во-вторых, насколько качественно вы, покрыли все вот эти пермутации, которые возможны в новой функциональности. Ну, вот один из вариантов — это, конечно, полагаться на тест coverage здесь, потому что тест coverage, он, ну, несмотря на то, что это метрика сама по себе недостаточная, она, тем не менее, позволяет оценить тренд, в проекте, особенно если у вас есть разбиение в проекте на, доменную модель, на бизнес-логику и на те части, которые более такие инфраструктурные и, которые, может быть, не так сильно влияют на поведение проекта. А если у вас есть, отдельный проект либо package, с доменной моделью, то хорошо оценивать тест coverage именно вот этой вот отдельной части вашего проекта и, обращать внимание в первую очередь на покрытие вот этой части проекта. Если, допустим, вот это изменение, которое, в пиаре, в твоем примере, было связано с, доменной моделью, то здесь нужно особенное внимание на это обращать. И в том числе можно обратить внимание на тест coverage, если, допустим, он поменялся, вот эта цифра, процента, coverage поменялась в худшую сторону, то вот здесь можно там уже начать, копать глубже, почему там, допустим, какие-то вещи не были покрыты тестами. Опять же, эта, метрика, она не панацея, потому что она просто оценивает, количество строк, которые были покрытыми тесты, либо там еще количество ветвлений, которые были покрыты тестами. Оно не оценивает, насколько качественно были написаны эти тесты. Но тем не менее, вот так сказать, в комбинации с остальными, вещами, например, просто вот, код-ревью вот этих тестов, чтобы понять, насколько они хорошо написаны, в комбинации с, вот этой метрикой тест coverage, они, как правило, дают более-менее нормальное понимание о том, во-первых, хорошо ли, достаточно тестов по количеству, а во-вторых, если, ну, когда смотреть на сам пиар, на код этих тестов, можно понять, насколько хорошо этот код написан.
Вот, так что оно дает более-менее приблизительную хорошую оценку, я думаю. И вот еще один вопрос, на который я тоже не знаю ответ. Мы говорили про базы данных как внешние зависимости, мы говорили про Кафку, мы говорили про шины, или как это называется, ивент-басы, файловые системы. Но есть еще одна зависимость, которая сейчас становится очень популярной. Это большие языковые модели. Они такие же, в общем-то, как базы данных. Мы к ним тоже обращаемся через какой-то API, но они не детерминированы в своем поведении. Если в базе данных мы уверены, что она будет отвечать так же и в следующем запуске этого же теста, то LLM-ка будет отвечать каждый раз по-своему. И возникает сейчас такой большой вопрос у программистов: как тестировать их? Мы все остальное умеем тестировать, а здесь у нас появляется такая по определению флэки зависимость. LLM-ка — это Как с этим локальная быть? или внешняя? Ну, она может быть внешняя, но мы ее замокаем, поставим какую-то локальную. Ну, не замокаем, а дабл создадим локальный. Он будет тоже вести себя непредсказуемо. Да, я на самом деле, я не работал, если честно, с проектами, которые обращаются напрямую к к LLM-кам. То есть здесь мне сложно сказать. То есть я работал с AI в плане юзера, но при этом я не работал в плане программиста, который интегрирует с этим AI. Вот, Мгм. поэтому Ну, давай пофантазируем, потому что у меня тоже малый такой опыт, незначительный. И мы всегда просто мокаем их жестко. Мы вместо них ставим просто заглушку, которая всегда отвечает одно и то же. Но казалось бы, ну, что это м, как будто бы да, может быть, грубовато. ты дашь пример, потому что для чего именно используется вот эта LLM-ка? Ну, например, у тебя есть сервис, который ты предложил сам как пример. Мы берем HTML-страничку, делаем из нее PDF-страничку. И дальше, допустим, мы отправляем PDF в LLM-ку, и она нам распознает, что там написано. И дает нам английский текст. Вот даже не так, она не просто дает перевод, не просто слово в слово, а она читает нашу 12-страничный документ и выдает один параграф, то, о Summary чем, какой-нибудь. то, что она Да. поняла. Да, summary. Вот такой сервис, да. Вот мы должны его. Да, И он каждый раз будет разный. Ты ему будешь давать один и тот же PDF-файл, это будет каждый раз разный параграф текста. да, не думаю, что здесь Будь то чат GPT, будь да, то. я не думаю, что Да. здесь какие-то варианты есть, кроме как замокать его, к сожалению, ну, там, застабать. Просто грубо поставить там Да, отвечающее да, одно и потому то же, что это да? такая зависимость, которая, ну, как ты сказал, это флеки, во-первых. Во-вторых, это, по определению это такое unmanaged dependency, потому что к ней имеет доступ не только, твоя система, но и другие системы. Вот, да, я думаю, здесь единственный вариант — это все таки мок. Вот. Если нужно протестировать именно интеграцию, вашей системы с этой LLM-кой, то кроме как вручную, я не думаю, что есть какие-то другие варианты. Вот. То есть, может быть, Мгм. сами, девелоперы вот этой вот системы, они могут, написать интеграционный тест для того, чтобы понять, насколько там, допустим, качественно она, парсит эти PDF-ки. Вот, потому что, ну, вот опять же, сам парсинг здесь будет состоять, скорее всего, из двух частей. Это, во-первых, парсинг самого теста, а во-вторых, это summarize. То есть summarize, может быть, и нельзя протестировать, ну, опять же, потому что это такой, творческий такой процесс. Но парсинг, он более-менее такой, детерминированный. То есть, может быть, на это, на первую часть, как минимум, они могли бы, написать тесты. Но опять же, мы, как юзеры вот этого сервиса, мы здесь ничего сделать не можем, потому что это для нас полный black box. Вот, единственный вариант для нас — это там протестировать мануально, убедиться, что, ну, более-менее все нормально работает. Вот этот вот сервис, он отвечает, адекватно на, те PDF, которые мы ему отправляем. Ну и потом просто, так сказать, доверять этому сервису. Если уже какие-то проблемы в будущем возникнут, то, опять же, придется тестировать мануально. Я не думаю, что есть какие-то другие варианты есть, к сожалению. Есть просто мнение о том, что, тенденция, в принципе, идет в сторону замены детерминированных софтверных модулей на нейросети. Грубо говоря, сейчас у тебя есть модуль, который берет HTML и вполне себе детерминированно, используя Java, используя алгоритмы, превращает ее в PDF, а завтра, может быть, это будет какой-то black box, в котором мы не будем понимать, что внутри. Он просто будет уметь на вход получать HTML и каким-то магическим образом выдавать нам на выходе PDF. И такие модули начнут в нашей системе существовать повсеместно. Это будет не какой-то экзотический ресурс, как вот в примере моем, типа LLM-ка стоит где-то, мы иногда к ней обращаемся, а это будут вполне себе полноценные модули внутри нашего программного продукта. И их будет все больше и больше, и в итоге программисты будут просто соединять черные ящики между собой и говорить: отсюда возьмешь HTML, сюда его отправишь, потом отсюда повысишь зарплату этим сотрудникам, глядя на информацию в PDF-файле, потом
после того, как повысил зарплату, сделаешь бэкап базы данных, не знаю как, но сделай и положи ее в Amazon S3 Storage, не знаю как, пароли возьмешь вот здесь. И вот из таких вот неясных компонентов, таких нечетких, все это каким-то образом будет работать. Ну, И тут возникнет вопрос, как это все да, это на тестировать. самом деле не сильно отличается ситуация от того, что мы имеем сейчас, потому что даже сейчас у нас есть такие недетерминируемые зависимости, например, тот же самый генератор рандомных чисел, либо там, не знаю, взять текущий datetime, такие простые примеры, но они, опять же, такие, ну, примерно то же самое на самом деле. Вот, то есть всегда будут какие-то части в приложении, которые являются детерминированными. Опять же, взять вот, например, input, точнее output от LLM и поместить его куда-то там, там, не знаю, вот, как ты как сказала, что повысить зарплату таким-то сотрудникам в зависимости от аутпута этой LLM-ки. То здесь как раз можно будет протестировать детерминированную часть, которая как раз относится к тому, что вот когда мы уже получили этот output, нам нужно проверить, что в нашей базе данных мы записали этот output, и он после этого записан был правильно. Вот эту часть уже можно протестировать нормально, как бы обычными, так сказать, классическими методами. То есть, опять же, просто заменяем на моке те части, которые, касаются LLM-ки. Test Doubles нам вот какие-то, тестовые данные возвращают, и мы проверяем, что после того, как мы получили этот output, мы с ним работаем уже правильно. То есть мы будем фактически, так как и сейчас, тестировать выход, тестировать результат, да, а как он Да, получен. exactly. То есть, ну, опять же, генератор случайных чисел для нас — это black box. Мы никак не можем на него повлиять, мы его просто можем замокать. Вот. Также и получение текущей datetime у нас тоже black box. Вот. Просто будем Мгм. стабать их, нам стаб будет возвращать какой-то там тестовую output, и мы просто будем проверять уже, как мы работаем с этим output. Так, ну еще теперь пару вопросов таких общих, мне интересно. Скажи, какие-то планы есть у тебя на новые книги? Потому что последнюю у меня 2019 года я читал твою книгу. Да. Планов, к сожалению, нету. Я, на самом деле, отошел, так сказать, от дел в плане блога. Там на своем блоге уже давно тоже не писал. Последний, может быть, было года 2 или 3 назад статья. Эм, вот, э, и я Нет тем Тема или... есть, просто нету, во-первых, времени, во-вторых, я тут понял для себя, что я на самом деле не публичная персона. Я тут, как бы у меня такой soul searching произошел, может быть, пару лет назад, что мне никогда не нравилось быть публичной персоной, на самом деле. Вот эти все подкасты, на которых я выступал раньше, Plural Site курсы, и книга, в том числе и блог даже. Вот это я делал как, так сказать, часть моего роста как программиста, как individual contributor, как IC. Но в публичном, так сказать, свете мне никогда не нравилось находиться. Я подумал, что, ну, зачем себя заставлять? Поэтому сейчас я как бы больше так отошел от дела. У меня есть, скорее такие, планы на внутренние проекты. То есть я бы хотел больше времени уделять именно разработке. Особенно когда вот сейчас у нас есть такой хороший помощник в виде AI. У меня есть много планов, как, начать разрабатывать больше каких-то своих проектов. Но в публику я, наверное, в ближайшее время не планирую возвращаться. И книг тоже писать не планирую. Мне это часто вопросы это задают. На самом деле, написание книги, я думаю, ты в курсе, у тебя тоже есть своя книга. Написание книги — это такой очень трудоемкий процесс. У меня занял это процесс почти год, и это довольно-таки такой быстрый был процесс, то есть у многих это занимает намного больше. Например, есть, Рой Ошеров, который свою книжку тоже недавно, ну, как недавно, может быть, год или 2 назад выпустил новый эдишн. Он, начинал писать книгу в то же самое время, когда начинал писать свою книгу я. Это был 18 или 19 год, я уже не помню. Но при этом его книга вышла, может быть, год назад или 2 назад. То есть он ее писал, по сути, 4 года. Вот. Эм, Долго. Долго, да, да. Я так понимаю, у него были какие-то, может быть, эти переживы. В общем, процесс этот не быстрый, и больше одного раза, как правило, в этот процесс никто не входит, потому что, ну, такой, эм, так сказать, соотношение затраченных усилий к выхлопу, оно не очень большое. Это как бы оно может быть оправдано в первый раз, потому что, ну, когда у тебя какая-то книга есть уже, то, о, здорово, это такое credentials, это, по сути, такая большая визитная карточка, как по-английски говорят, 300 pages visit card. Поэтому больше, чем одной книги, ну, писать здесь просто нет смысла в этом плане. Вот.
если какой-то passion есть, то, может быть, и стоило вот написать. Ну, вот у меня, например, были мысли написать про ДДД, потому что такие 2 основные темы, которые меня интересуют- это юнит-тестирование и domain-driven design. Но вот сейчас есть довольно-таки много уже книг, написанных про ДД, в том числе от Владика Хононова. Эм, я на самом деле книжку сам не читал, к сожалению, но много хорошего о ней слышал, поэтому я не думаю, что здесь есть смысл для меня еще туда, так сказать, в эту эру идти. И, ну, просто потому что слишком много уже написано, другими авторами хороших книг. Вот. В юнит-тестировании я чувствовал, что книг тоже там много было, но у меня есть такой, уникальная перспектива, которая бы добавила какой-то внешний, в смысле новый, э, нового знания, так сказать, привнесла бы по отношению к тому, что уже написано. Вот в ДДД у меня такой уверенности, к сожалению, нету, поэтому, скорее всего, у меня останется в ближайшем будущем только одна книга. А твой фреймворк для C-Sharp, который с функциональным программированием связан, он же жив, здоров, Да, развивается? библиотечка- это вот, C# Functional Extensions, Да. Nugget Library. Да, он, живой. Вот там я стараюсь поддерживать, эту библиотечку, то есть какие-то новые пиары. Ну, правда, я вот несколько месяцев уже туда, ничего не паблишил, но, я стараюсь как минимум раз в несколько месяцев заходить, там, смотреть. А тебе там помощь нужна? Нас смотрят многие C-Sharp программисты. Может быть, порекламируем, пригласим их туда Да, да, почему нет? или нет? Или ты справляешься? Я на самом деле там тоже не особо сейчас активен. Вот, там помощь нужна в том плане, что многие, ну как, не многие, но иногда туда заходят люди и задают какие-то вопросы. Ам, ну вот у меня времени отвечать на эти вопросы нету. То есть если есть возможность и желание вот помочь с этим, то, welcome. Вот есть какие-то вещи, которые в to-do листе, в issues, которые, неплохо было бы заимплементировать. Вот. Ну, в принципе, библиотечка, я бы сказал, сейчас уже довольно-таки такая stable и mature, поэтому там, особой разработки внутри нее не ведется. Вот, ну и сама по себе библиотечка довольно-таки маленькая, там ничего такого особого нет, там просто вот result класс и несколько классов для, упрощения разработки, типа вот value object базовый, еще maybe и парочку других классов. Вот, то есть, поддержка, ну, неплохо было бы, если есть желание поотвечать на вопросы, других людей, которые разбираются в библиотечке. Но опять же, для этого нужно, чтобы у вас тоже был какой-то опыт в этой библиотечке. Ну, в любом случае, короче, welcome, в сам проект. Он на "Гитхабе" есть, может быть, ссылку дадим. Вот, так что буду только рад. Хорошо. Тогда все, у меня вопросы закончились. Было очень интересно. Да, Спасибо спасибо за тебе большое. приглашение. Было интересно поболтать. Это мой первый подкаст за долгое время. Так что вот. Мы очень ждали его. У меня очень много просило людей, и мы ждали. Наконец записали. Мне кажется, очень интересно. А главное, мы к книге твоей интерес, возобновим. Ей уже сколько лет, но Да, я, кстати, переводил никогда не книгу вышла. сам. То есть, для меня был важен, чтобы перевод на русский язык. То есть как там было? Я писал сначала на английском ее, запаблишил, потом, через Питер, по-моему, да, Питер, сделали они купили права на русский перевод, и там я прям напрямую к ним обратился, просто потому что для меня важно, чтобы на русский перевод был хороший, потому что, как правило, вот переводы на русский все плохие, потому что переводят, как правило, не программисты. В лучшем случае это такие люди, которые, ну, более-менее знакомы с технической частью, но все-таки не программисты, поэтому не знают, как правильно переводить. Вот, и очень часто, вот я помню, на русском тогда еще почитал лет 10 назад книжки, и вот открываешь книгу на русском, ну, просто бельберда написано, вот, и уже приходилось просто брать английский оригинал и читать на нем, вот, что было не очень приятно, потому что тогда еще английский, допустим, я не очень хорошо знал. Поэтому для меня было важно, чтобы на русском была книжка написана хорошо, поэтому переводил я ее сам, и на русском она написана даже лучше, чем на английском, потому что я там еще поправил некоторые ошибки, которые были в английской версии. Вот. Здорово. Да. Это ты заново, считай, книгу написал. Ну, не с нуля, но да, М. да, было такое. Не, ну Это ж как-то, тогда еще не было LLM, ты э, тогда не мог автоматом перевести. да, тогда еще не было ничего такого. Ну, то есть я, может быть, не с нуля писал, потому что мне прислали уже перевод, который,
А, сделал переводчик. Но он был просто такого качества, что мне по сути, пришлось каждую страничку переписывать за ним. Вот. Ну, это все равно лучше, чем ты с нуля будешь это писать, потому что он меньше работы. Но тем не менее, там работы было очень много. На каждой страничке этого перевода мне приходилось делать правки. хм. Ну, книгу мы очень любим. Я ее прочитал, ну, не скажу, что 2 раза, но я ее очень внимательно прочитал и много пометок сделал для Спасибо. себя. Много есть книг о тестировании, и, ну, десяток, наверное, книг я знаю о тестировании, но твоя, она однозначно в топ-3. Спасибо, да. Это вот как раз была моя За цель. что мы тебе Моя цель при благодарны. написании книжки. Более, так сказать, новую информацию внести, которой еще не было в других книгах. Получилось. Ну все, Да, пока. спасибо. Да, Спасибо. пока. Пока.